ChatGPT появилась новая модель O3, причем она предоставляется абсолютно всем пользователям бесплатно. Скорее всего, на это повлияли те самые китайские разработчики с DeepSeek, которые предоставляют модель с логическим рассуждением абсолютно бесплатно всем пользователям. ChatGPT решили не отставать и тоже запустили свою модель O3 и выдали ей доступ к ней всем совершенно бесплатно. Давайте протестируем в этом видео эту модель. На самом деле было представлено сразу несколько моделей, то есть это модель O3 Mini, которая достаточно быстро рассуждает, и именно она предоставляется всем бесплатно, всем пользователям ChatGPT бесплатно. И также есть модель O3 Mini High. Это чуть модернизированная и улучшенная модель O3 Mini. Она предоставляется только платным подписчикам. У меня подписка обычная, то есть это не Pro, это обычная плюс подписка, и, соответственно, у меня доступны эти модели. Есть еще модель O3 Mini Medium, по крайней мере, в своем отчете ChatGPT в некоторых графиках ссылается именно на эту модель. Но давайте посмотрим, на что здесь необходимо уделить внимание. Значит, O3 Mini это модель, которая будет заменять модель O1. O1 это на данный момент это лучшая их модель с продвинутыми рассуждениями. То есть по всем тестам O1 это была высшая логическая модель, но теперь появилась O3 Mini, O3 High, давайте ее назвать просто O3, которая, соответственно, намного быстрее логически рассуждает и которая быстрее позволяет, которая заменит O1 и которая быстрее справляется с более сложными задачами. Значит, смотрите, соревнования по математике O3 Mini High получила наивысшую оценку. O3 Mini тоже получила достаточно высокую оценку. И, как заявляют ребята из OpenAI, O3 Mini, либо в будущем это, скорее всего, будет модель O3, она будет намного лучше справляться именно с логическим рассуждением, задачами по математике и задачами на некий анализ. Значит, давайте протестим. Я предлагаю провести несколько тестов. Сначала мы проведем просто банальный математический тест. Я недавно, значит, тестировал вариант 4O GPT модель и O1, и они не справились с одной задачей. Давайте, я об этом нигде не снимал, но сейчас давайте я вам покажу эту задачу, с которой они не справились, и проверим O3 Mini, сможет ли справиться с этой задачей. Значит, задача звучит следующим образом. Объясни, почему 9.91 больше, чем 9.11. Но сделай это так, чтобы понял 10-летний ребенок. Соответственно, мы сейчас видим, как он достаточно быстро рассуждает, объясняя разницу между чисел 9.91 и 9.11. И он мне говорит, что 9.91 больше, чем 9.11, потому что 9 это больше, чем единица. Представь, что ты стоишь в очереди с друзьями, ты, твой друг смотрят на номера, которые у вас есть. У каждого из вас два числа. Одно 9.11, второе 9.91. Оба начинаются с девятки, но дальше они разные. В числе 9.11 после девятки идут единички. Ну хорошо. В принципе, да, вот он справился с этой задачей. Еще раз говорю, мы проводили тест. Этот тест я посмотрел сначала у одного американского блогера, он проводил. И с этой задачей ChatGPT не справился. Я подумал, как так? Это же достаточно простая задача, но у него были проблемы именно с определением сотых чисел. Сейчас эта проблема решена, и мы видим, что ChatGPT достаточно быстро справился с этой задачей. Смотрите, у ChatGPT Mini, что у него появилось? То есть у них появилась возможность искать в интернете. То есть мы не просто можем анализировать какую-то информацию и скидывать ее, соответственно, ChatGPT, а мы можем подключить поиск в интернете для того, чтобы он проанализировал информацию, которую он нашел в интернете и, соответственно, уже нам дал какой-то вывод. Значит, что я хочу сейчас сделать? Мы можем с помощью ChatGPT O3 Mini провести анализ своего профиля в Instagram. Да, теперь можно не заказывать у различных SMM-компаний анализ своего профиля в социальных сетях. Я на примере запрещенного в России Instagram, соответственно, покажу, как мы можем провести анализ своего профиля в Instagram. Для этого я ввожу следующий промпт.
Все промпты, которые я использую в своих видео, я беру со своего телеграм-канала. Ссылка на телеграм-канал находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании к видео. Значит, у нас собрана база из больше чем 10 тысяч различных промптов на русском и английском языке, список сервисов для работы, полезные видеоуроки для того, чтобы использовать чат GPT, либо любой другой искусственный интеллект в своем проекте, в своем бизнесе. Есть различные шаблоны для автоматизации, ну и, конечно же, подробные уроки и огромные базы данных, связанные с искусственным интеллектом. Каждому из вас я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Там есть вся информация, как, соответственно, получить доступ к этой базе промптов и к телеграм-каналу. Значит, я буду использовать следующий промпт. Проведи анализ инстаграм-профиля. Ссылку на свой инстаграм-профиль. Да, теперь можно чат GPT давать ссылку прямую. В версии О1 такой возможности не было. То есть мы не могли давать ссылку на свои социальные сети. Видите, здесь функция поиска была просто отключена, но при этом мы могли использовать хост. Здесь же мы в версии О3 мы можем включить плашку с поиском в интернете, и теперь он может перейти вот на этот сайт и написать все сильные и слабые стороны этого профиля. Отдельно напиши, что можно усилить для набора подписчиков и продажи своих товаров и услуг. И смотрите, он начинает анализировать мой профиль, то есть он тут же скидывает его в привычном нормальном виде в Инстаграм, говорит, что я анализирую профиль Игоря Зуевича. В Инстаграм можно выделить следующие сильные и слабые стороны. Также рекомендации по увеличению числа подписчиков. Сильные стороны — это четкая специализация, профиль посвящен Reels и AI-маркетингу, что привлекает целевую аудиторию, заинтересованную в этих темах. Активное использование Reels, регулярные публикации в формате Reels, образовательный контент публикации содержит полезную информацию, что укрепляет авторитет и доверие аудитории. Личное вовлечение. Игорь активно взаимодействует с подписчиками, что способствует сформированию сообщества. Слабые стороны, то есть ограниченная визуальная эстетика, редкое использование хэштегов, отсутствие призывов к действию, нерегулярность публикаций. Хотя с этим пунктом я бы поспорил, потому что публикации в социальных сетях у меня выходят регулярно. Рекомендации по увеличению подписчиков и продаж. Разработать единый визуальный стиль, регулярные публикации и, соответственно, советы по увеличению подписчиков и вовлеченности в Инстаграм. Он мне скинул несколько ссылок с источниками, где я могу посмотреть, либо подсмотреть, как продвигать свой профиль. Мне кажется, что это очень круто. И здесь мы также можем в процессе общения, то есть я сейчас не буду показывать это, потому что это займет достаточно длительное время, мы можем его спросить: хорошо, вот ты выделил слабые стороны, как мне это исправить, как мне визуальную эстетику исправить, что мне необходимо добавить для того, чтобы мой профиль был не ограничен визуальной эстетике, как мне использовать больше хэштегов, напиши, какие хэштеги, либо создай мне базу хэштегов, которые подходят для моего профиля, для тех публикаций, которые я в будущем буду размещать, и создаем, соответственно, ту базу хэштегов. Отсутствие призывов к действию. Что ты имеешь в виду под призывами к действию? Здесь он имеет в виду, что призывы действие именно в шапке, то есть там нету слова подпишитесь, перейдите по ссылке, получите такой-то материал бесплатно, используя те или иные моменты. То есть, смотрите, он нам полностью провел анализ нашего профиля, и теперь мы можем с ним проводить так называемые мозговые штурмы для того, чтобы улучшить те показатели, которые он считает здесь слабыми. Мы можем его попросить, здесь он мне не показал, но когда я тестировал этот момент, он мне сказал, что очень круто работает, что ты всегда пишешь там «Привет, на связи Игорь Зуевич». Это создает единение с автором, и люди лучше вовлекаются за счет того, что у тебя есть вот эта вот подпись в самом начале постов. То есть он рассуждает, что необходимо сделать. Конечно же, с одним промптом мы всего этого не добьемся, но мы создали один промпт, и дальше мы уже углубляемся в суть, как при стандартной работе с искусственным интеллектом. Следующий промпт, который я бы хотел использовать и протестировать, выглядит следующим образом. То есть я его также беру со своего телеграм-канала
и задаю чат GPT. Мне нужен сценарий для Reels, посвященный ошибкам по продвижению профиля в Instagram в 2025 году. Составь мне список из потенциальных ошибок в виде таблицы из 20 пунктов. Напротив каждой ошибки предложи варианты решения и отдельно распиши, почему эта ошибка актуальна. То есть, когда мы, например, спрашиваем у чат GPT, давайте мы проведем следующие два варианта развития событий. То есть первый вариант, он из своих баз подгрузит эту информацию, составит нам таблицу. Второй, мы включим функцию поиска и зададим точно такой же запрос. Давайте в сторонней вкладке открою чат GPT. И мы, соответственно, сравним эти две таблицы. То есть здесь он отвечает без поиска в интернете, то есть на основе своих данных. Почему это круто работает? Потому что он не просто нам создает, соответственно, таблицу, он думает, да, причинно-следственные связи устанавливает, почему вот эта ошибка, к чему она может привести и почему, соответственно, эта ошибка актуальна. Мы видим, да, как происходил весь процесс рассуждения. Здесь он происходил в течение 10 секунд. Сейчас он нам пишет, продолжает писать. И во второй вкладке мы его также попросим, но включим режим поиска, для того, чтобы он нашел актуальные данные для 2025 года. Смотрите, значит, здесь он справился. Это список принятия решений. Этот список решений помогут избежать ошибок и сделать ваш профиль в Instagram более эффективным в 2025 году. Я в своих видео в основном показываю именно на Инсте, потому что Инста одна из самых популярных социальных сетей. Вы можете использовать подобные промпты где угодно, для ВК, для ТикТока, то есть для тех социальных сетей, для, может быть, Рутуба, для тех социальных сетей, которые вы используете в своей повседневной жизни. Я использую Инсту, мне нравится, как оттуда приходят клиенты, как процесс размещения, соответственно, контента. Поэтому я показываю на примере. Значит, невозможно отобразить это сообщение из-за ошибки. Скорее всего, из-за того, что у меня там был сторонний чат включен. Но давайте еще раз создадим запрос в чат GPT Mini, новый чат откроем, отправим следующий промпт и нажмем функцию поиска. Нет, возникает одна и та же ошибка, уже несколько раз посмотрел, скорее всего, какой-то глюк сейчас идет. Чат GPT, как мы знаем, может галлюцинировать. Поэтому давайте рассмотрим эту таблицу, хотя давайте попросим его искать в сети. Зависает на одном и том же месте и пишет, что невозможно отобразить таблицу. Хорошо. Но у нас есть один вариант этой таблицы. Чат GPT, да, как и даже платный чат GPT, может иногда галлюцинировать и показывать неверные результаты. Но смотрите, что он делает? Он говорит, что нерегулярные публикации, пропуски в публикациях приводят к снижению вовлеченности и интереса со стороны подписчиков. Публикация одноразового контента. Одинаковые публикации скучны и могут не удерживать внимание зрителя. Слишком агрессивная реклама. Включайте четкие призывы к действию. Слишком большое количество рекламы. Отсутствие взаимодействия с другими блогерами. Недооценка сторис и хайлайтс. Смотрите, я уже проводил подобный тест. Давайте я вам покажу, но уже с функцией поиска. И там были варианты намного интереснее. То есть здесь уже недостаточно внимания к актуальности, к трендам, были отсутствие стратегического планирования, невнимание к обновлениям алгоритмов и функционалу в инсте. То есть примерно такая же таблица, но единственное, здесь работала функция поиска на тот момент. Дальше, значит, я его просил, напиши сценарий для Reels, 3 главные ошибки в Instagram, из-за которых у тебя нет клиентов. Стиль динамичный, с юмором. И нам он уже расписывал, соответственно, сценарий, который был основан на тех ошибках, которые он нам выявил изначально. И я вам скажу, что этот сценарий был намного лучше сценариев, которые мы писали раньше с помощью ChatGPT 4o, потому что с функцией поиска ChatGPT 4o работал лучше. Через O1 мы практически не создавали ни контент-плана, ни сценарий, потому что у него не было возможности выйти в интернет и понимать суть трендов в данный период времени. То есть в данный момент какие есть тренды, в данный момент что он выпускает. В данный момент он, конечно, рассуждал хорошо, но при этом данные были немного неактуальны. Единственное, что мне не хватило в O3 Mini, это, конечно, вложение. То есть если в версии
O1 те самые вложения появились, но нету поиска. В O3 mini, соответственно, вложений нет, но есть тот самый поиск. Поэтому мы можем пока чередовать эти модели, но я думаю, что совсем скоро и вложения, соответственно, появятся в O3 mini. И учитывая то, что ребята из DeepSeek и другие китайские компании начинают развивать свои модели искусственного интеллекта, я думаю, что ChatGPT будет нас еще приятно удивлять и не собирается так просто отпускать этот рынок. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, YouTube канал. С вами был Гризуевич. Пока.